уже вечереет, дело идет к синему свету. Саша, я вижу, что у тебя есть кораллы и СПС, есть и совершенно такие простые Родактис, и есть даже Актиния, Гарганария. То есть у тебя нету какого-то эксклюзивчики, супер дорогие СПС. Ты любишь все кораллы, я так понимаю. Ну, тут должно быть аквариум не для выращивания каких-то кораллов, для культа каких-то кораллов. Оно смотрится все гармонично, смотрится, когда это все одно переходит в другое. То есть нет, даже зазора нет между ними. То есть один коралл наезжает на другого, и палитра красок, форм переплетается это все. Один заходит в другой. Мне это нравится. Я не знаю, там, как кому что, но мне лично не нравится, когда аквариум выглядит как какая-то грядка, и там маленькие пипсы усеяны на огромных камнях. То есть оно должно быть все заросшее. И каждый коралл смотрится в размере. Никакой коралл не смотрится в маленьком, когда маленькая колония идет. Даже самый примитивный, даже те же гарганарии, вот, кенийское дерево, ну что тут плохого? Ты обещал историю про актинию, потому что все любят актинии, особенно новички, и проблема в том, что они расползаются и жгут. А ты говоришь, она у тебя приученная, Да, ну тут... Пройдем к ней? Да, сейчас наведем на нее кадр. Это какая-то обычная актиния или какая-то модная актиния? Это как бы, когда-то она была модной, когда ее привозили с Индонезии. То есть за ее маму я дал $200. Оторвал последние семьи. Но в тот момент, когда они начали плодиться, как кролики, цена на них немного подупала. Ну, тут вопрос в следующем. Когда садишь актинию в аквариум... Лайфхак от Александра Логинова. Да, тут очень стрёмная штука, на самом деле, посадить актинию в аквариум, который планируется как, ну, там СПС-риф или с элементами СПС-рифа. Да, даже любой аквариум. То есть это, по сути дела, актиния — это захватчик территории. И как только у нее созревают условия, она начинает делиться и захватывать все. То есть перед ее щупальцами мало кто устоит. Она жгет все, что видит. Поэтому, когда она садится, есть какие-то издержки. Ну, в данном случае я подозревал, что могут быть проблемы, и я предусмотрел, я сразу ее посадил на это место. Она тут уже 9 лет. И не столько она, тут уже их, ну, в данный момент их штук 5. Они здесь. не отрывались, не улетали? Сейчас расскажу насчет отрывались, улетали и куда улетали, и как отрывались. То есть оно стоит на изолированном выступе. То есть это отдельный камень, вот он на штыре прикреплен. Я ее тут разместил, выключил течение, она присосалась. Тут сразу вот слева стояло течение. Над ней всегда был нормальный свет. То есть изначально условия для нее были благоприятные. То есть искать на свою пятую точку приключений ей как бы не хотелось. Но когда она начинает плодиться, ну, то есть места под солнцем на этой скале не хватает. И в любом случае они пытаются текануть с этой скалы. Но тут вопрос следующий. Этот момент, в принципе, виден. Когда она начинает ползти, ну, детки начинают ползти, они не просто открепляются, они начинают куда-то ползти. Ползти они могут только в направлении, там, в одном направлении, тут выход в одну сторону. И при этом нога у них чуть-чуть начинает открепляться, когда они ползут. Главное не прошлепать этот момент. Он достаточно длительный,
ну, в течение недели этого может быть видно, что она куда-то тронулась в сторону выхода. Ну и в этот момент ее, кстати говоря, очень легко оторвать от камня, потому что она фактически на нем не держится. Ну и я уже не раз это ловил их при попытке к бегству. Ну и они уже радуют людей в другом месте. Саша, давай экскурс по твоим кораллам. Поехали слева направо. Ну вот, тут фактически мой самый любимый вид — это сиретопора. Самый простой, да, СПС? Я не могу называть его простым, потому что он быстро растет, но и дохнет быстро. Но самая суть, что в нем фактически 4 вида минимум есть. Таких из простеньких, из недорогих. 4 вида. Их можно комбинировать, они не жгут друг друга. Можно друг на друга закидывать, и получается такой пейзажик, клумбочка разноцветная. Ну вот тут вот сиретопора календулум, потом неоновая сиретопора, потом хистрикс. Есть так, фиолетовой тут нету, она в другом конце. Ну и их можно друг на друга садить. Главное, что подстригать. Кто-то быстрее растет, его обламывать периодически, чтобы оно просто не поглотило все остальное. И можно, в принципе, вот как Red Planet, вот фраг я там засунул. Red Planet Да, это да, полка. акропора? Да, акропора, полка для нее, это уже был хистрикс. Вот, то есть не хистрикс, а календулум. То есть она выросла, тут козырек образовался, я там выломал все, что мне надо было, и на кусочки камушка ее и туда и погрузил. Вот мантипорка тоже, ситоса на ней же, потом аспера, акропора на ней же. То есть они уже как полка для фрагов идут. Давай чуть правее. Потом пацеллофора наверху, вот там вот, стилофора тоже там есть, ну там сейчас свет чуть-чуть погас, не так видно. Это все на этой сиретопоре, это даже не на камне. Она как бы основание уже рифа. Она создала ландшафт в аквариуме. Давай дальше. Что вот это перед нами? Ну там... Так. Ну это, по-моему, это Это дракон? хистрикс может быть. Может, Дракон. дракон. Ну, дракон тоже бомбовой коралл. Красивый, он синим особенно. Активный рост. И днем, и вечером. Мне вот это вот нравится СПС, вот я в центр навел. Вот это. Стилофора, Неоновый, неон грин. Вообще бомбовой. бомбовой. А дальше вот это рожки острые, ну скажи, как называются. Это сиретопора хистрикс. Она прям так опасно выглядит. Ну, Ты никогда не пробивал себе В этом свете, в этом спектре она уже там какая-то там такая фиолетовая, а при ярком там 10К, там 14К свете она красно-фиолетовая, то есть великолепно тоже Так, смотрится. вот это что он будет? Вот. Это валида триколор, тоже великолепный коралл. Это мантипоры, да? И вид, да, это уже мантипоры идут, дигитаты, там и зеленая дигитата, красная дигитата. Красивая. А это наша всеми любимая Это милка, ну вообще царь всех, царь всех кораллов. А все красное ты посадил сзади, да? Вот, это мантипоры дигитаты, Посадила. Она тут начала рулить в какой-то момент и то есть захватывать. это не ты ее посадил, это То она есть, сама там, нет, да? но я раскидывал на те места, там, где не были заняты, я ее раскидывал. Потом она пошла. Ну, тут главное тоже ее там сдерживать, где не надо. Ну, она не так быстро растет, прямо так, хотя достаточно быстро. И сейчас вот задняя стенка, фактически фон задний идет, это дигитата. Она покрыла, и я думаю, что она укроет, и то, что осталось, она тоже укроет.
И она тоже может быть основой, как бы подставкой Тебе надо для сделать какой-то других конкурс. кораллов. Подпишись на мой канал, дам тебе Дигитату. дигитату, да. Так, Милки у тебя... Кто до возьмет утра. билетов в пачку, тот получит дигитачку. Да, дигитачку. Ну и, конечно, Милки у тебя до утра. Ну, Милка это вообще гвоздь программы. Милка создала рельеф и структуру этого аквариума. Ну, сейчас не видно при этом свете. Это вот эта вот стилофора, вот тут вот это красная, малиновая. Ну, чуть-чуть видно. На Samsung рисует даже Я в вообще темноте. Я вообще цвета не отличаю, мне как бы все красиво. Даже в темноте он рисует то, что я не вижу. Нормально, нормально. А вот это у нас, ну это опять же неоновая, это красотка. Это стилофора неоновая, тоже скажи- бомба, скажи, ракета. Вот это божественный ЛПС коралл. Это кауластрия. Он ни с кем не пересекается, он же эти щупалки выпускает такие. Он пересекается может только со мной. И недавно я до него добрался. Острие. И кусок удалось урвать оттуда. Продал, наверное, за 100-500 денег, да? Ну, не скажу правду. Я Ну, понял. Вот это красивый коралл, мне вот нравится, он яркий. Вот где я его сейчас наведу резкость на него, вот. Вот это вот. это матипорка Mystic Sunset, насколько я помню. Тут дальше у тебя чалисы, ты любишь чалисы. Вот я чалисы Ну, вообще не понимаю. Чалисы это вообще гвоздь программы. Тоже гвоздь программы? Очень яркая, очень яркий зверь. А вот этот вот чалис бублигум, он вообще бомбинос. Ну, не знаю, он мне как Чуть-чуть темный. арбузик, тут мало на него света попадает, он не видно его цвета. Ну, Мы ж вечером снимаем. так, чуть-чуть А вот может. тут смотри, как Samsung видит вот это пятно красивое. Да? Ну, Тебе нравится? Samsung, ё-моё, знает на что Слушай, а смотреть. знаешь, что я не спросил еще? Насчет рыбок. Что у тебя с рыбками? Я вот рыбок вообще не вижу. Клоунов видел. Это ты распугал их всех. Все, я понял. Так, а что у тебя на дне? Вот это заросло так красиво. Прямо пятно такое. Это какое. хиднофора, тоже как бы ее, ну, судя по всему, я мало ее вижу в аквариумах, мало, мне оно очень нравится. Оно стелится, можно вместо песка. Ну, почему я выкинул, одна из причин, потому что выкинул песок. Ну, фактически весь песок уже покрыт чем-то. Мгм. И когда он покрыт чем-то, там, что под этим кораллом, под низом, то есть там уже там зоны бескислородные, и ну, там сероводород и все эти дела, ну, то есть оно как бы не очень нужно. Поэтому от песка уже избавился, и ну, и оно есть, очень много живности сейчас появилось. В А отличие что от это? того, что раньше было. Что? Вот это, это какой-то ЛПС. Мне показалось издалека какие-то зонты, а это какой-то... Не, он так выпустил свои Я понял. полипы. Я понял. И Это любишь- акантастрия. А вот это ты любишь кенийское дерево. Очень люблю я кенийское дерево. Оно когда в красивом цвете, оно прям как не кенийское дерево, да? Как будто... Ну, Что-то. во-первых, оно когда даже тут не цвет, а форма красивая. Ну и когда И вот эта огромная колония. вот эта огромная колония когда-то была пиптиком, и вот это павона. Ну, завораживающе выглядит, оно как мерцание идет вот этого всего. И инкрустирующее. Но я тебе скажу, если структура. бы я бы все постриг, наверное. Видишь, ты любишь, когда большими кустами, я все бы, наверное, стриг и отламывал. Но это дело Нет, вкуса. тут на самом деле тут стрижется и отламывается регулярно все. Мгм. Потому что оно бы неконтролируемый уже рост приняло, и оно и так уже повылазило с воды. В любом случае надо обламывать, потому что оно очень сильно задерживает течение, как волнорезы. А ты про течение не рассказал. Что у тебя с течением? Ну, с течением сейчас тут стоит, изначально там тут стояли, как, насколько я помню, там осколы стояли. Не осколы, а итальянские хидоры стояли. Ну, эти хидоры, там еще 220 вольт были, ну, короче,
давно они уже ушли. Потом фактически сразу я там начал ставить Джибао. Ну, Сейчас. И, да, все Джибао стоит. Я тут все стоит по переднему краю, да? вот, Сзади да. ничего нет. Нет, стоп. Сзади есть кросс-флоу, вот там, вот контроллер. Я Вот. не вижу. Вот да. там она в углу под переливом, если там, ну, Да, короче, да, там. да, вижу, она вижу. стоит Да, там. вижу колесо. Она дует по задней стенке. Мгм. А тут стоит две. И слева две. Слева три. Я понял. Ну, Ну, в достаточно. общей сложности тут 6 помп течения. Достаточно ли его или нет, ну, как по мне, это прожиточный минимум. На такую структуру рифа, разросшуюся, большие скалы, то есть тут не может быть ничего другого. Я не могу тут не поставить ни 2, ни 3 даже. Потому что где-то будет течение, где-то его вообще не будет. Ну да, сейчас их выманим, потому что они там чуть-чуть шифранули. А вот, брать, вылетели пожрать. Ну, когда-то тут еще было зебросома велифера и было еще леса. Ну, они счастливо прожили лет 7-6, потом абсолютно счастливые умерли по невыясненным обстоятельствам. Может быть, от старости. Может, от стресса. Ну, им-то парить мозг нечем, в принципе. Так все было вроде нормально. Ну, остались вот эта вот тройка из больших. Потом остался пижамка, клоунов. Тройка, кстати говоря. Тут афроамериканцы 2 и 1 какой-то белый. То есть вот такая компания. Тут еще какие-то бычки вроде бродят. Да, точно, бычок. Вот там бычок живет очень долго на редкость. Ну, то есть по рыбе состав не менялся фактически 9 лет. То То есть у тебя зебросома, наса, хипатус из крупных, да? И всё? Да, из крупных, да, 3 из крупных, да. Было их 5. Еще велифера и леса было. Ну, будешь досаживать какую-то рыбу еще? Есть планы досадить рыбу? Ну, какую-то мелочь, скорее всего, что из крупных... Антиасы. Я очень антиасов люблю. Антисы только когда-то были. Ну, антисы такое дело, что они там долго не живут. Они 5 лет что-то пропетляли и куда-то растворились. Виридисы тут есть еще. Они огромные, я видел. начканули, да. Начканули, было их там штук под 5. Да и пижама у тебя просто невероятно большая. Ну, Ну, сейчас да, давай да. попробуем крупный Да, план. пижама, что лошадь. Насик в рассвете сил и возможностей. Как его зовут, ты даешь имена рыбкам? Я пока не дошел до такой Я стадии. понял, конечно. Желтый зебросом. Все прячутся И, в тень, и сложно. пока еще и с ними не говорю. Хорошо, хорошо. Ну, это все поправимо. Ну, это с возрастом придет. Да. Саша, спасибо тебе. И мне спасибо, да? Да, вот хоть и И самое, знаешь, интересное, я никогда не пользовался, никогда не был пенник от Логиновского. ну, теперь, Мог бы я подарить надеюсь, мне да, мог, ну, Но не подарил. не подарил, ну, не подарил, так не подарил.